Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала козу. Значит, я связала две. Вот одна темная и одна светлая. Рога, уши, хвост и вымя ввязывались сразу в процессе вязания. Они не пришивные. Сразу хочу сказать по поводу бороды. Лучше, конечно, использовать пряжу для валяния. Она будет более симпатичная. Ну, у меня ее нету, пришлось из обычных ниток делать. Чтобы приклеить бороду, нужно иметь клей для текстиля. У меня Бизон, вы можете купить любой другой, чтобы можно было приклеить бороду. Если кто будет вязать из пушистой пряжи, мне кажется, лучше связать сначала первую, как образец, из обычной пряжи. Или вообще вязать из обычной пряжи, если нет такой пушистой. Хочу предупредить по поводу ног. Когда вы свяжете, допустим, одну заднюю и начнете наполнять и вставлять проволоку, то когда перейдете к следующей ноге, связанная нога с наполнением будет мешать. Поэтому лучше связать обе ноги, а потом наполнять. И точно так же передние ноги. Я считаю, что лучше все ноги связать и потом только их наполнять. А также я отвечу на некоторые вопросы по вязанию. Почему я вяжу так, а не иначе. Теперь я вам расскажу, почему я вяжу так, а не иначе. В кольцо амигуруми провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стянули кольцо. И вот смотрите, провязали мы 6 столбиков, а петель, под которые мы заходим, 1, 2, 3, 4, 5. То есть шестой петли у нас нет. Она вот здесь. Вот она, шестая петля. Поэтому я всегда сначала соединяю за заднюю полупетлю, а потом за переднюю провязываю столбик без накида. И тогда будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эта петля от шестого столбика, она уходит на седьмой. Мы под нее сейчас не сможем вязать. У нас только 5 петель, которые видны. А шестая вот здесь. Надеюсь, это понятно. Ставлю маркерную нить и за заднюю полупетлю соединяю. А вот передняя полупетля. А вот за переднюю полупетлю я уже провязываю полноценный столбик без накида. Теперь, почему я провязываю за переднюю полупетлю, а не за всю петлю? Если провязывать за всю петлю, видите, нитка уже уходит вправо, будет перекос, потому что вся петля сильнее тянет вправо. А если только за полупетлю, она не так уходит вправо. И последнее. Почему я вяжу
набрасывая крючок на нитку. Не снизу беру, а сверху. Потому что нитка закручена уже в одну сторону по часовой стрелке. И еще мы ей даем направление, то есть сильнее закручиваем. Поэтому я ее раскручиваю. Чтобы она не была очень тугой и не тянула. И тогда у вас мало того, что нитка не будет сильно закручиваться и тянуть вправо, вдобавок ко всему у вас не будет закручиваться пряжа в клубке. И вам не придется ее раскручивать. Теперь отвечу на вопрос, где люди спрашивают, где найти, допустим, вторую часть, третью и так далее. После того, как я выставлю первую часть изделия, я под видео даю ссылку на плейлист, в котором находится это изделие. И по мере того, как я выставляю последующие видео, последующие части, в этом плейлисте будут все остальные. Так что не ленитесь, смотрите описание под видео, нажимайте на ссылку плейлист, и там вы все увидите. Рога буду вязать из пряжи «Детская новинка», производство Пихорка. Цвет темно-бежевый. Кого интересует, номер лот 1524. В 50 граммах 200 метров. Вязать буду крючком 2,5 миллиметра. В кольцо амигуруми набираем 3 столбика без накида. Один, два, три. На что хочу обратить ваше внимание. Набрали 3 столбика, а петель у нас только 2. Значит, один столбик будет вот петли подъема. Вот сюда нужно заходить. А эта петля уже уходит на другой столбик. Поэтому я практически всегда соединяю вот в эту петлю. Стянула кольцо. И, как я сказала, буду заходить вот в эту вертикальную петлю. Из полиэтиленовых пакетов я нарезаю маркерные нити. Обычной цветной пряжей я не пользуюсь, иначе на изделии могут быть очесы другого цвета пряжи. Сюда заходим. Соединяем и в эту же полупетлю столбик без накида. Один. Следующую петлю за переднюю полупетлю два. И вот последняя петля. Три. Так, далее что делаем? Вот этот хвостик нужно вытянуть наружу.
Так, третий ряд. Значит, вот здесь у нас под этой петлей маркерная нить. Мы ее пропускаем, заходим за заднюю полупетлю, соединяем, а за переднюю полупетлю провяжем столбик без накида. За заднюю соединяем. А за переднюю столбик без накида. В следующую петлю прибавка. И под следующую, под переднюю полупетлю столбик без накида. В третьем ряду 4 столбика без накида. Вот петля целая. Мы ее пропускаем. Заходим за заднюю полупетлю, потом за переднюю. Перебрасываем маркерную нить. Вот за заднюю полупетлю соединяем. А передняя вот она. Вот, если за нее потянуть, вот она вытягивается. Столбик без накида 1. Два. Три. Четыре. Пятый и шестой ряд нужно провязать по 4 столбика без накида. Значит, петлю пропускаем, заходим, вяжем вот под эту петлю. Так, сначала сюда заходим. Соединяем. И вот передняя полупетля уходит. Вот она. Вот она вытягивается. Так, опять 1. 2. 3. 4. Поскольку это место очень тяжелое, я еще с вами провяжу шестой ряд. Так. Ну вот тут видно вот так немного, если растянуть. Вот петля. Мы ее пропускаем. Заходим. Вот в следующую.
сначала сюда. Так, соединили. А петля вот она, передний куда уходит. И вот за нее столбик без накида. Один. Два. Три. Четыре. Вот это место самое тяжелое. Если кто умеет рога по-другому вязать, вяжите, как у вас получается. 7-й ряд. Смотрим. Эту петлю пропускаем. Вот сюда заходим. Так. Соединили. А полупетля передняя, вот она, видите где? Вот она. Вот ее надо подтянуть. Провязываем столбик без накида. Прибавка. И еще раз столбик без накида. Прибавка. Значит, в 7-м ряду 6 столбиков без накида. Так, 8-й ряд. Вот, теперь уже хорошо видно. Эту петлю мы пропускаем и заходим сюда. Так, соединяем. И, как я говорил, вот эта вот полупетля передняя, вот она, вертикально встает. Вот столбик без накида 1. Два. 3. 4. 5. 6. 9-й ряд. Вот целая петля пропускаем. А вот сюда заходим. Соединяем. И вот от нее полупетля. Вот она. Два столбика без накида, прибавка 2 раза. 1 столбик, 2, прибавка,
Еще раз. 1, 2 и прибавка. В 9 ряду 8 столбиков без накида. 10 ряд. Вот она петля. Пропускаем. И вот сюда заходим. Соединяем. Восемь столбиков без накида. 1. Восемь. Так, эту пропускаем. Заходим сюда. 11 ряд. 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. Так, соединяем. Один, 2, 3. Прибавка. И еще раз. 3 столбика. И прибавка. Значит, в 11 ряду 10 столбиков без накида. 12 ряд провяжите самостоятельно 10 столбиков без накида. И вяжем 13. Эту петлю пропускаем. Заходим сюда. Соединяем. А передняя полупетля, вот она. Убавка. Два столбика без накида. Два. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. Два столбика.
2. Убавка. В 13 ряду 10 столбиков без накида. Значит, эту петлю пропускаем. Вот под ней маркерная нить. А вот сюда заходим. Соединяем. И вот под эту полупетлю. Вот она. Десять столбиков без накида. 1, 10. Значит, в 14 ряду 10 столбиков без накида. Так, 15 ряд. Пропускаем, заходим в следующую. Соединяем. И вот она петля. Убавка. Два столбика без накида. Два. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. Два столбика без накида. 1, 2. Убавка. В 15 ряду тоже 10 столбиков без накида. Так, 16 ряд. Петлю пропускаем. Заходим сюда. 10 столбиков без накида. Соединяем. И вот полупетля. Вот. Столбик без накида. 1. Десять. 17 ряд. Опять
Одну пропускаем, следующую заходим. И вяжем точно так же. Соединяем. Сразу делаем убавку. Два столбика. Два. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. Два столбика. И убавка. В 17 ряду тоже 10 столбиков. Так, 18 ряд. Пропускаем. Заходим сюда. Соединяем. Десять столбиков без накида. Один. Десять. Так, 19 ряд. Пропускаем, вяжем под эту петлю. Соединили. Четыре столбика. Один. Четыре. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. И 4 столбика. Четыре. В 19 ряду 12 столбиков без накида. Так, эту петлю пропускаем. Заходим сюда. Соединяем. Двенадцать столбиков без накида. Один.
12. Ну и вот такой рог у нас должен получиться. Значит, маркерную нить не вытягивайте до тех пор, пока я вам не скажу. Так, дальше что делаем? Отрезаем нитку. Теперь вот эту петлю пропускаем. Вот. А под эту петлю заходим за всю петлю. Причем заходим с внутренней стороны. Вот, за всю петлю. И вытягиваем. И теперь с внутренней стороны заходим вот в эту петлю, откуда вышла нитка. И вот у нас петля, которую мы пропускали. Но под нее нужно протянуть маркерную нить. Вот. И ряд закончили. И теперь хвостик заправляем внутри. Этот хвостик убираем внутрь. Так, а маркерную нить оставьте, не заправляйте. Так, маркерную нить пока не вытаскивайте до тех пор, пока я вам не скажу, она нам пригодится. Вот точно так же вяжем второй рог. Теперь я буду вязать вымя из пряжи турецкого производства Бон-Бон Кристалл, номер цвета 98501. В 100 граммах 475 метров. Пряжа в 2 нити. Выберите пряжу, которая нравится вам. Вязать буду крючком 2 миллиметра. В кольцо амигуруми 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Так, затянули кольцо. Ставим маркерную нить. И в эту вертикальную петлю соединяю. И под эту же петлю провязываю столбик без накида. 1. Под следующую переднюю полупетлю 2. 3. 4. И вот этот хвостик нужно вывести наружу.
Так, теперь вот так вытянуть. Так, эту петлю пропускаем, где у нас маркерная нить. Будем заходить под следующую. Так, за заднюю полупетлю соединяем. За переднюю провязываем столбик без накида. Далее прибавка. Под следующую полупетлю, под переднюю, опять столбик без накида. А под следующую прибавка. В третьем ряду 6 столбиков без накида. Сюда провязали, а вот эту петлю пропускаем. Значит, заходим вот в эту петлю. Вот. Так, соединяем. И вот петля, вот она. Это передняя полупетля. Вот она вытягивается. Столбик без накида. Прибавка. Один раз. Столбик без накида. Так, прибавка. Два раза. И третий раз. Столбик без накида. Прибавка. Три раза. Значит, в четвертом ряду 9 столбиков без накида. Смотрим дальше. Вот петля. Пропускаем. А вот следующая. Вот сюда заходим. Соединяем. Вот она петля передняя. И под нее сразу вяжем прибавку. Один. И сюда же второй. Далее 7 столбиков.
7. И в последнюю петлю прибавка. В пятом ряду 11 столбиков. Мы связали одну деталь. Связана половина выменем. Значит, нитку отрезаем. Эту петлю пропускаем. Заходим под следующую. Вот ее немного вытяните. Но с изнаночной стороны. Значит, нитку вытаскиваем. Маркерную перебрасываем. Заходим с изнанки. Так, и вытягиваем. И теперь заходим в петлю, откуда нитка вышла. И сюда. И нужно закрепить. Есть. Закрепили. И теперь нитки нужно убрать внутрь. Вот, чем дальше вы их протолкнете вот сюда, тем лучше. Вот, и так вставляйте эти нитки. А вот эту маркерную нить можно отрезать, если она у кого длинная. Ну, оставьте ее пока здесь. Значит, нитки туда убираем. Точно так же свяжите вторую часть, но нитку не отрезайте. Будем две детали соединять. Во второй детали я провязала 5-й ряд, в котором 11 столбиков без накида. Дальше. Эту петлю пропускаем. Заходим в следующую. Вот задняя полупетля будем соединять. Так, соединила. И провязываю 6 столбиков. Так, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь берем первую деталь. Так, это у нас петля под маркером. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю будем соединять. Причем за заднюю полупетлю соединяем. Соединили. А за переднюю полупетлю провязываем столбик. 1. 2.
3, 4, 5, 6. Вот эту петлю, где маркерная нить, мы пропускаем в следующую. 7. 8. 9. 10. 11. Так, все петли по этой части мы провязали. Теперь покажу вот на этой детали, которую мы связали вторую и провязали 6 столбиков. Значит, на этой детали должно быть тоже 11 столбиков. 6 мы провязали. Здесь маркерная нить, эту петлю не считаем. Значит, там 6. Поехали дальше. 7, 8, 9, 10. И 11 вот она петля будет. Значит, мы должны эту петлю соединить с этой петлей. Здесь у нас 11 уже получилось. Вот так, провязываем. Это будет 12, 13, 14, 15, 16. Вот эту петлю, вот маркерная нить, пропускаем, сразу за переднюю полупетлю заходим. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 ряд. Одну петлю пропускаем, заходим в следующую. Ставим маркерную нить. Так. Соединяем за заднюю полупетлю, а за переднюю провязываем прибавку. И далее 3 раза нужно провязать 6 столбиков без накида, прибавка. Шесть. Прибавка.
И еще 2 раза также провяжите. 6 столбиков без накида, прибавка. В 7 ряду 26 столбиков без накида. Теперь берем наполнитель, у кого какой есть, и наполняем эти детали. Смотрите, чтобы нитка у вас не запуталась. И не потеряйте маркерную нить. Наполняем, но не до самого конца. Не до конца наполняем. Иначе, когда вы будете вязать, наполнитель будет вам мешать. Так, немного наполнила. 8 и 9 ряд вяжем без изменения по 26 столбиков без накида в каждом ряду. Петлю пропускаем, следующую соединяем. Один, два. И так вяжем по кругу 26 столбиков в 8 и в 9 ряду. 10 ряд, петлю пропускаем, заходим в следующую. И соединяем. Далее убавка. И 3 раза вяжем 6 столбиков без накида, убавка. Шесть. И убавка. Один раз. И еще 2 раза провяжите 6 столбиков без накида, убавка. Так, теперь нужно обязательно деталь наполнить. 11 ряд. Петлю пропускаем. В следующую заходим. Пять столбиков без накида, убавка 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. И еще также провяжите 2 раза 5 столбиков без накида, убавка. И в конце
еще один столбик. Ну, я сейчас довяжу и покажу вам. Убавка 3 раза. И один столбик без накида. И в этом ряду должно быть 19 столбиков без накида. Так, 12 ряд. Значит, петлю пропускаем, в следующую заходим. Столбик без накида. Убавка. Шесть раз. И в конце один столбик без накида. И должно получиться 13 столбиков без накида. Один раз мы провязали. И опять столбик без накида. Убавка. 2 раза. Вот еще также провяжите 4 раза. И в конце столбик без накида. Так, 6-й раз провязываем столбик без накида. Убавка. И столбик без накида. Так, теперь чем-нибудь закрепите петлю. И добавьте наполнитель. Ну, добавила я наполнитель. Но вы до самого края не наполняете, потому что будет мешать вам в дальнейшем. Лучше попозже еще добавить. Теперь ограничитель убираем. Нитку отрезаем. И вытягиваем. Опять же, петлю пропускаем. Заходим под всю петлю с изнаночной стороны. Ну, как я говорю, я показываю, как я вяжу. А вы уже все делаете так, как привыкли вы. Так, вытащили. И теперь с изнаночной стороны в эту же петлю, откуда вышла нитка. Так, и у вас будет полноценная петля. Теперь где-нибудь внутри зафиксируйте. Маркерную нить пока не вытаскивайте.